Они вот, как сказать, вот этот вот мир вот такой вот западный. Это они устроили все. Это враги наши теперь. Русофобию сделали какую-то из нас. Славянский мир, о котором все время бормочут, такие же пособники. Очень плохо, что нет союзников, нет друзей. Сирия, Китай, Беларусь остались. Северная Корея. Киргизия, Африка, Куба, наверное, еще Южная Америка. Узбекистан, Мне кажется, африканцы. Все. Венесуэла, Турция, они за нас. Гондурас. Наше правительство делает все правильно. Ну, Путин кто же деньги дает? Германия еще. Какие у России есть друзья и союзники из других стран? Армия, флот. Все, больше нет друзей? Наверное, нет. А как вы считаете, это вообще хорошо вот, или плохо? Потому что как-то жить всем вместе? Нет, ну, друзья, конечно, есть. Но есть партнеры, есть Китай, допустим, и Индия, которые нас где-то поддерживают. А так, что еще? На себя надо надеяться. На себя. А вот насчет западных стран, вот это хорошо или плохо, что среди вообще всего цивилизованного западного мира Европы у нас не осталось друзей? Ну, это плохо, конечно, но это не по нашей вине. Не по нашей вине. Это они устроили все. Поэтому тут однозначно вопрос. Это враги наши теперь. Скажите, Они забыли то, что была война, и за то, что погибали наши отцы и деды, а они сейчас это все снова восстанавливают на Украине. Нацизм, фашизм, убийство мирных жителей, детей. Смотреть телевизор просто без слез невозможно. Может, выключить его нужно? Не думали о том, чтобы взять его и выключить? Нет, ну, время от времени выключаем, но все равно интересно. Как-то хочется, чтобы побыстрее это все закончилось, чтобы эта Как война вообще верите всему тому, что по телевизору говорят? Я верю. Я верю, потому что да, все достоверно, все фактами. Живые люди выступают, говорят, поэтому что тут, конечно. Ну, может быть, что-то, конечно, от нас и скрывают, но это, наверное, уже у нас есть главнокомандующий, мы которому доверяем и полностью, поэтому, может быть, что-то нам и не надо знать. Честно, я даже не задумывалась об этом. Белоруссия, А еще? да все практически, Индия, Китай, А вот, Пакистан, очень много. а вот что в этот список не входят западные Да и европейские? хрен бы на них. На этих, а кто они? Они вполне нормально. Зачем нам с ними? Гей-парады, всякие шествия. Они нахрен не нужны. Казахстан, А еще? Киргизия, думаю. Все? Навскидку, да. Как вы считаете, Индия, Китай. Дружить надо, конечно. Налаживать отношения, стараться. как мы можем наладить их сейчас, как считаете? Что Дипломатия. Считаете, возможно она? Ну, надо стараться. Разговаривать. Словами через рот. Союзники в России, да много у нас Например? союзников. Ну, например, кто у нас братья? Мы союзники. Китай, я думаю, союзники. Китай, конечно. А еще? Братья-славяне, белорус. Есть ли у нас друзья? Сирия, Китай, Беларусь остались, по-моему. Все западные страны Это цивилизованные. плохо, много людей потеряли работу, и мы очень торопимся. Ребят, будущее за вами. Что планируете делать, как дальше жить? Татуировки бить людям. Не знаю, наверное, Белоруссия. А еще? Ну, я думаю, в принципе, все, кому мы когда-то помогали, они сейчас к нам стараются более лояльно, наверное, относиться. Не, ну, наверное, с точки зрения бизнеса это не очень хорошо, вот, но я думаю, что это просто временно, потому что, ну, много случаев, да, в истории было, когда поругались, потом помирились, я думаю, что это более временная, на самом деле, история, нежели на постоянной основе. Ну, в текущий момент, наверное, это не очень хорошо. В перспективе, я думаю, что будет нормально, все опять будем дружить. Ну, мне кажется, африканцы. И все? Вы считаете, хорошо это или плохо, если у нас друзья только африканцы? Что говорите? Хорошо это или плохо, если у нас друзья будут только африканцы? Это, конечно, мир будет, мир, войны не будет. Ну, я думаю, Китай, А еще? Беларусь. Все? А вообще это хорошо или плохо, что вот среди этого списка нет каких-то западных, европейских, цивилизованных стран у нас друзья? Я думаю, да, они русофобию сделали какую-то из нас. Все боятся, все кошмарят. Ну, в интернете посмотрите. Армения, А еще? Белоруссия, вот. Казахстан, Япония, я так считаю. Насчет Японии вы уверены? Ну почему нет? Ну раньше же с
Северной Кореей они вроде нормально в отношениях были, нет? Ну, Китай, да, особенно Китай. Сейчас не знаю как. Все эти страны помогут России поднять свое экономическое положение и улучшить вообще положение дел. Ну, насчет Армении не знаю. Надо Армении самой подтянуть. А вообще, ну, не думаю. Потому что потом все против них и пойдет в целом. Ну, чисто такая точка зрения студента. Боже, я не знаю, я далека от политики, мне сложно вам ответить будет. Армия и флот у нас есть союзники. Все. Нет, ну почему, наверное, есть в мире, конечно. Вот, но же мир большой, 7 миллиардов почти. Так что, конечно, союзники какие-то есть. А вот что западные страны и цивилизованные страны все перестали быть нам друзьями, это хорошо или плохо? А что такое цивилизованные страны? Ну, какие-то европейские, Если развитые Европа, страны, наверное, да. стала не очень дружественная, да? Хорошо это или плохо? Ну, конечно, плохо. Всегда лучше мир, чем война, правда? Что нам делать для того, чтобы вновь как-то наладить дипломатические какие-то нормальные конкурентные отношения? Ну, наверное, нужно разговаривать, договариваться. Как думаете, получится? Ну, сложно, очень. Я думаю, сложно это будет, но рано или поздно мы все равно договоримся. Так не бывает, чтобы люди не нашли какой-то компромисс, да, вот. Просто сейчас все обострилось, вот, но я думаю, что рано или поздно мы придем к какому-то общему знаменателю, и все. Возможно, разрыв просто будет долгий. Ну, разве только очень плохие друзья и союзники. А как вы думаете, вообще наладит ли Россия после всех событий 21 века, вообще наладит ли Россия отношения с Западом, со всем цивилизованным миром? Возможно ли это и каким образом это будет? Это будет очень нескоро, я боюсь. Возможно, следующее поколение, им повезет больше, и они смогут что-то наладить. Друзья и союзники. Ну, наверное, Китай в первую очередь. А еще? А еще, ну, восточные. Ливия уже, Сирия наша. Наверное, тоже и друзья, и союзники. Хорошо? А как вы считаете, вообще хорошо это или плохо, что среди западных, европейских и цивилизованных стран у нас не осталось друзей? Ой, не знаю, я далек от этой большой политики. Я думаю, наше правительство делает все правильно. Белоруссия, А еще? Турция. Но я думаю, они за нас. Им не выгодно. Уверены насчет Турции? Ну, думаю, да. Им невыгодно с нами не дружить. А кто еще? Китай. Ну и все ближние наши страны. Мы уже активно работаем же, и касаемо даже нашей платежной системы, мир. То есть мы активно развиваемся. Союзники, И друзья. друзья. Ну, 2/3 планеты вроде того, что, насколько я слышал из средств массовой информации. И они все нам друзья? Ну, в определенной степени, да. А входят ли западные европейские страны вот в 2/3 этой планеты? Гораздо меньше, чем остальные. Я так понял. А как считаете, очень хорошо это или плохо, что вот с цивилизованным миром мы как-то не очень дружим? А что, остальные не цивилизованные разве? Цивилизованные. Ну, это так, они вот, как сказать, вот этот вот мир вот такой вот, западный-то, который вы назвали цивилизованным. Я не знаю, я этим не интересуюсь, спасибо. Кто? Африка, Куба, наверное, еще Южная Америка, я так думаю. Вот. Ну, насчет друзей союзников не знаю, но Индия точно, и Китай вроде тоже ничего. Как вы считаете, вот то, что теперь у нас нет друзей и союзников среди всех западных, европейских и цивилизованных стран, вот это хорошо или плохо? Ну, конечно, плохо. Кто же будет с этим спорить? Чем больше друзей, тем лучше. Как вы думаете, наладятся ли наши отношения? И Надежда умирает последней, знаете как. Поэтому, конечно, хочется, чтобы наладилось. Беларусь, А еще? Киргизия, Узбекистан, Венесуэла, Гондурас, Никарагуа. Все. Вот из этого Германия еще. Германия разве нам друзья? Конечно, ближайшие. А еще такой вопрос. Вот из всего списка, который вы перечислили, почти нет каких-то западных, цивилизованных, европейских стран, Америки. Вот как вы считаете, плохо это или хорошо для России, что вот
нет их в списках наших друзей? Ну, только две страны цивилизованными считаю. Это Китай и Индия. Они нам друзья. Китай никогда никому другом не был и не будет. Индусы тоже. Они сами по себе, мы для них варвары. Из других стран, быть может, вот и... Есть у нас какие-нибудь друзья, союзники? не местные, России? наверное. Ну, пример кто-нибудь. Татары, может, какие-нибудь, не знаю. Какие у нашей страны есть союзники и друзья из других стран? На данный момент только одна Белоруссия. Как вы считаете, хорошо это или плохо, что у нас нет друзей и союзников? Плохо. Очень плохо, что нет союзников, нет друзей. Как вы считаете, вообще наладятся ли наши как-то взаимоотношения со всем западным миром? Как всегда, надеяться на лучшее. Поэтому будем надеяться. Очень печально, что так. Ну, чем не больше друзей, тем лучше. Армия и флот. И все, больше нет друзей? Ну, думаю, что это главное. Как вы считаете, если у нас не будет с каких-то там западных стран, например, друзей, это хорошо или плохо для России? Я думаю, мы прорвемся. А вы как думаете? Вот друзья и союзники у Я нас. хотел сказать, у страны, у нашей, все два союзника. Еще Петр говорил первый. Армия и флот. Ты повторяешься. Вот. А больше никого нет. Потому что все славянский мир, о котором все время бормочет, вот, такие же пособники. Кстати, если кто не в курсе, та же Болгария воевала на стороне фашистов. Армия и флот. Все, больше нет? Нет. Как вы считаете, это хорошо или плохо, если у нас Отлично. вообще вот со всем миром мы не будем дружить? Хорошо это? Да, очень хорошо. А чем это хорошо? Мешать никто не будет. В России? Друзья, где они? Друзья. Их всех разогнали к чертовой матери. Никто не работает, работать не хочет. Тряпка. Неужели мы до такой степени дошли? Тряпку мы свою не можем сшить. Никто не хочет, а он кормит, все деньги сует молодым до 17, до 18 лет. Это что? Дай им лопату, дай вон сколько дач, которые не обрабатываются, да? Они бы огород какой за лето на всю зиму себя бы и еще обеспечили. А он им деньги, жеребцам таким и кобылам. Кто деньги дает им? Ну, Путин кто же деньги дает? Кто он им? Дети. Какие дети? Ё-моё, какие дети? Вот погляди на них, какие дети. Они и лопату, и все. Они бы скопали участок и посадили, и обработали. Они ходят, яйца мнут между ног. Я ребенок войны, без отцовщины, меня нет. Куда не обратишься, я ничего, к Собянину прошу, запишите меня на прием к Собянину. Я ребенок войны без отцовщины, а мне ничего, отписывают. Вы получаете пенсию, вам доплата лужковская, вам за телефон доплачивают, вам зубы бесплатно сделают, да? А детей войны, оказывается, нет, нас и не было никогда детей войны. И наших отцов, родителей никогда не было. Мой отец там, в земле лежит, вот на Перовском кладбище. Он командир был. У него 3 ордена Красной Звезды и 2 ордена Отечественной войны 2-й степени. Вот от Собянинщина они мне и пишут, что нет статуса «Дети войны». А есть статус ихние дети, у которых, говорят, площадь по 300 метров, как у Собянинской, про нее тогда все говорили, у младшей дочери, 270 метров жилье. Она, значит, имеет право на все. Берегите себя. Где же беречь, дочь, где беречь, когда жизни никакой нету? Друзья и союзники у России какие? Армяне, украинцы. Северная Корея, Африка. Ну, я не знаю, все, наверное. Сирия. Что в этом списке нету европейских стран, Америки. Почему? Украина же европейская страна. Нет? Вы уверены, что они считают нас друзьями? Нет, уже не уверена. Хорошо это или плохо, что вот среди европейских стран у России нет друзей? Плохо. Что нам делать, чтобы как-то на отношения налаживать, пытаться, не знаю, что-то поменять, изменить? Вот что делать? Менять правительство.
Надо Получится. налаживать контакты. Налаживать контакты Общаться. с внешним миром. Ну, не знаю, получится или нет. Всё, спасибо большое. Ходить надо было. Скажите еще время. раз, я вас перебила. На митинги надо было ходить в свое время. А вы ходили раньше на митинг? Да. И я ходила. У нас меньшинство.